Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня снова четверг. И снова шоу «Безос курит» в одном и том же месте, в одно и то же время. И сегодня у нас опять же очень крутой спикер, человек, с которым мы общались уже давно, но удалось его пригласить в шоу и как-то подобрать время только сейчас. Это Андрей Головнев. Я не знаю, насколько нужно его представлять. Компания Seller Insiders, я думаю, что знают многие. В группах крутятся, и многие там у них учились или учатся. Вот я, например, купил курс по обучению продажам на Amazon только сейчас, но уже познал достаточно много интересных вещей, хотя в Амазоне я, как и многие, уже года 3 или 4, может быть, даже больше. Андрей, привет. И сколько ты в Амазоне? Скажи, пожалуйста, в 2 словах. Да, Антон, привет. Ребят, всем привет. Спасибо, что пригласил. Реально круто сегодня здесь с вами вещать. В принципе, я начал первые шаги делать в Амазоне, наверное, в 2015 году. То есть, так, То есть первые шаги. Окей. Окей. Я хочу сказать, что сейчас мы будем говорить... Сегодня наша тема – это research под PL и уровень Бог. Я надеюсь, что Андрей нам сегодня расскажет то, чего многие не знают, то есть не базовые вещи под research, а именно то, о чем... Как это делают те люди, у которых есть миллион на счету. У тебя есть миллион на счету? Ну, так, чтобы на личном, пока нет. Пока нет. Окей, но на корпоративном... Но мы к этому идем, конечно. Окей, отлично. Сегодня мы поговорим про research по PL. И если у вас есть вопросы, где бы вы нас не смотрели, у вас всегда есть внизу такая строчечка, написать комментарий. Вы пишете комментарий, я его вижу здесь и зачитываю, задаю ваш вопрос Андрею. Это уникальная, как мне кажется, возможность. Сегодня вы можете задать любой свой вопрос не в рамках обучения и платного курса, а в рамках бесплатного вебинара, который происходит прямо сейчас. Вот здесь вот лучше не смотреть нас в записи, лучше нас смотреть в онлайне, поэтому оставляйте свои вопросы в комментариях, где бы вы нас не смотрели. Мы выходим на 7 площадках в Фейсбуке и 1 на Ютубе, поэтому давайте тогда начнем. Андрей, скажи, пожалуйста, как можно охарактеризовать ваш текущий курс, как вы, то есть чем он отличается от предыдущих и как вы учите Амазону, то есть какое ваше видение именно с точки зрения ресерча? Смотри, в первую очередь, да, если говорить, чем отличается, то есть мы пытаемся, я думаю, что мы даем комплексный подход, да, где мы не просто говорим о том, что вот запусти продукт, а мы именно рассказываем про то, что нужно работать над построением бренда, соответственно, нужно создавать что-то такое, что потом можно будет продать. И если говорить с точки зрения ресерча, да, то, я не хочу слишком много говорить про курс, чтобы не казалось, что мы его продаем, но у нас это один из самых больших модулей, примерно 9 часов информации, где я думаю, что мы просто по косточкам раскладываем вообще, как делать ресерч. И здесь вопрос даже не только в том, как его делать, но в том, как вообще анализировать продукты, которые ты нашел уже, да, и которые тебе интересно запускать. Потому что ты можешь найти продукт, он может быть крутым, но если ты сделаешь неправильную математику, либо ты что-то неправильно рассчитаешь, то по итогу ты, будешь либо продавать в ноль, либо в минус, либо вообще у тебя могут быть там какие-то проблемы там с сертификатами, с патентами и так далее. Но я думаю, что вот как раз по-американски это называется monkey business, когда ты ничем больше не можешь заниматься, то есть чем может заниматься обезьян, только бананами торговать, да? Monkey business, и в эту историю, мне кажется, втюхиваются все, когда очень многие, по крайней мере, когда запускают товар и действительно выходят в ноль, а на что жить-то, и тогда вот мы видим кучу предложений в Facebook-группах о том, что продам свой бизнес, продам свой сток там или так далее, да? Я просто проходил через это. Я сам, то есть очень было много ошибок набито, и то есть такой негативный, я бы не сказал бы негативный, но был опыт, благодаря которому я набил какие-то ошибки, и этот опыт стоил мне денег.
И, соответственно, когда ты уже проходишь, в чем одна, ну, наверное, такая черта у меня, то, что я очень такой, ну, упрямый, и вот все равно бью, вот если я что-то решил. У меня очень много раз не получался Amazon. То есть я, если начал в 2015 году, то где-то так именно серьезно, где-то через 2 года, когда я прям, ну, уже прям пошло, и когда я прям начал этим заниматься. Но вот первые 2 года это было, ну, это такие качели были. То есть была запущена куча продуктов, были запущены продукты с патентами, потом были баны, соответственно, я просто, ну, проанализировал, понял, что, конечно, это, ну, это не вариант, да, ну, таким вот образом работать. Поэтому, конечно, ну, вот этот вот опыт, его получилось как-то круто упаковать и передать, соответственно, ребятам, ну, и, ну, соответственно, получилось это все передать. Отлично. Ну, да, давайте тогда уже не будем говорить про Selling Insiders. Selling Insiders это все хорошо, но сегодня мы поговорим именно про Research. Давай начнем с каких-то базовых вещей. Понятно, что когда, ну, то есть по классике жанра, когда мы там все учились этому, кто-то, ну, многие учились в Sales Hub, да, еще много лет назад, по классике был Research такой, что тебе нравится, в чем ты разбираешься, давай вот этот вот товар найдем аналоги, улучшим его и завезем на Amazon, будем продавать. Понятно, что, наверное, по хобби это уже не работает, ну, потому что это, мне кажется, совершенно поверхностный базовый уровень, да, поиска товара. Вот давай поговорим о том, что вы рассказываете на своих курсах и какие есть действительно более глубокие и серьезные варианты, как сделать правильный ресерч, потому что, ну, что в этом у всех проблемы. Окей, да, смотри, крутой вопрос. Значит, по поводу того, вот этих вот, ну, скажем так, базовых вещей из разряда там, что тебе нравится, либо там, что тебя окружает и так далее, или там пойди в топ-100 главной категории, посмотри, что там продается. На самом деле идея того, чтобы строить бизнес вокруг продуктов или вокруг ниши, в которой у тебя есть passion, ну, это, я считаю, что это остается актуально и на сегодняшний день. То есть ничего нету плохого в том, что если мне, например, нравится заниматься велосипедами, ничего нет плохого в том, что если я начну заходить в эту нишу и что-то буду продавать. Какой плюс данного подхода? Сначала вот проговорим вот эти моменты, да, что ты сказал. Почему вообще я считаю, что это важно, ну, почему это не теряет своей актуальности. Когда ты начинаешь продавать или ты выбираешь какую-то новую нишу, в которой, ну, которая абсолютно новая для тебя, да, я не знаю, там, вот я сейчас смотрю на бассейн, да, там чистка бассейнов или там вот облицовка бассейнов и обслуживание бассейнов. Для меня это абсолютно как бы незнакомая ниша, да, там какие там продукты, фильтры, насосы, там какие-то химические ингредиенты, которые там это все чистят, совки, которые там чистят бассейн, да. То есть мне нужно это все изучать с нуля, и когда ты не находишься то есть так как эта ниша для меня абсолютно новая, я многих вещей могу просто не знать. Вот просто как бы не понимать, какие есть проблемы и с какими проблемами сталкиваются, например, овнеры бассейнов, да, если мы говорим там, у кого дома там есть свой бассейн. Когда ты начинаешь когда ты начинаешь выбирать, например, продукты либо нишу в том, в чем ты уже разбираешься, то ты уже можешь знать, какие есть проблемы у данных продуктов. Ну, например, я просто сейчас банальный пример привожу, чтобы было понятно. Мне нравятся байки, да, и, например, я вот покупал какие-то носки для велосипедов, и эти носки, ну, они мне не заходят. Они какие-то сползают во время езды, и я вот попробовал несколько там вариантов, и вот, ну, вот я не могу найти то, чтобы мне заходило. И, соответственно, я уже могу, ну, обнаружить какую-то проблему, то есть, что я лично столкнулся с какой-то проблемой, и, соответственно, я могу подумать, окей, а что если запустить какой-то, ну вот крутые какие-то носки, которые там будут эластичные, которые будут там помогать кровообращению во время работы. И, соответственно, я начинаю делать ресерч в этой стороне, вот в это направление. То есть в этом ничего нет плохого запускать продукты или ниши, в которых у тебя есть хобби, да, и то, что тебе нравится. Вопрос в другом, чтобы это пользовалось, во-первых, понятно, что спросом на Амазоне, если мы сейчас говорим за Amazon, и, конечно, чтобы ты на этом мог зарабатывать, потому что тебе может нравиться, как Дейл Карнеги говорил, мне может нравиться клубника, да, но когда я иду на рыбалку, я беру червячков, потому что рыба любит червяков. То есть здесь вот этот принцип, он тоже имеет место быть, поэтому
если удается найти вот такую вот как бы золотую середину, когда реально у тебя в чем-то есть экспертиза, и ты эту экспертизу можешь принести в создание физического продукта, это очень круто, вот реально. Но, конечно, должны еще совпасть, ну, грубо говоря, звезды, что должен быть спрос, должна быть адекватная конкуренция, или хотя бы, даже если высокая конкуренция, мы тоже про это, я думаю, сегодня поговорим по поводу конкуренции, должно быть что-то, как ты можешь решить проблему. У нас тоже недавно был воркшоп по поводу поиска продуктов, и там выступала Ксения, значит, и она рассказывала такую вот интересную фишку, где она рассказала про то, что идите в специализированные ниши, что даже, например, тебе не обязательно разбираться в этой нише, да, но ты можешь просто вместо того, чтобы запускать какой-то generic продукт, который будут пользоваться, ну, который все будут пользоваться, да, там подставка там для салфеток, то есть такой, да, как бы и пользуются абсолютно все этим продуктом. То есть иди, например, иди в какие-то специализированные ниши и, соответственно, начинай развиваться в этих нишах. Это тоже очень крутая стратегия. Во-первых, в таких нишах гораздо меньше конкуренции, если мы говорим, да, по сравнению с generic нишей. И, во-вторых, очень четко выделена целевая аудитория. Ну, например, что я имею в виду специализированные ниши? Вот вязание спицами. То есть, да, например, есть как бы хобби, когда люди вяжут спицами, они там, кроме спиц, им нужны нитки, им нужны какие-то подставки для этих ниток, ну и так далее. Возможно, какие-то там холдеры. Я То помню, есть, я смотрел этот вебинар, я смотрел этот воркшоп, и Ксюша сказала еще интересные вещи по поводу, когда там занимаются кто-то ремонтом или там каким-нибудь ремонтом холодильников, кто-нибудь занимается, или какой-то сфере ремонта, то можно найти товары в этой нише, которые вот, то есть там заменитель какого-нибудь тросика или какой-нибудь гайки или какая-то такая штука техническая, вот, с которой можно конкурировать, и вход получается даже меньше, ну, то есть тебе не нужно миллион этих штук закупать, да, конкуренция ниже, но при этом и востребованность очень высокая, потому что этот товар проще даже улучшить, потому что конкуренция ниже, да? Ну да, то есть да, поэтому с хобби здесь, конечно, нужно смотреть. Если просто ты ну, я думаю, что тоже, да, ребята понимают, что если у тебя есть какое-то хобби, ты в чем-то разбираешься, тебе, соответственно, ну, у тебя есть уже экспертиза, да, то есть ты уже можешь понять, особенно если есть какие-то проблемы. И так, если посмотреть, вот даже, да, ребята, с которыми я общаюсь, мои друзья, у которых тоже есть Amazon или есть какие-то другие бизнесы, я вот смотрю, они строят бизнесы вокруг, ну, не всегда, конечно, но частенько вокруг какого-то своего хобби. Ну, вот приведу даже пример. Я думаю, все знают ребят с Артезы, да, они сделали экзит. У нас есть это видео, у Черняка есть это видео. Соответственно, они начали новый бизнес, они начали как бы делать сейчас, они продают сейчас кофе, да, то есть они уже это запустили. Юргис, он очень любит кофе, он вообще кофеман, и, соответственно, вокруг этого они строят бизнес. То есть, как бы здесь, ну, вот соприкасаются, да, вот эти вот, когда тебе что-то нравится, ты в чем-то разбираешься, ты, ну, гурман, скажем, да, вот напитка, и, соответственно, ты начинаешь это продавать. То есть, как бы ты понимаешь, как донести value или как можно улучшить продукт, потому что ты сам являешься потребителем этого продукта. Андрей, слушай, у меня сразу вопрос. Вот если мы заговорили про кофе, я думаю, что все смотрели это видео у Черняка. Как можно зайти в нишу кофе, если ты еще пока ноль, а вот существует огромное количество мировых брендов, с которыми конкурировать шансов ноль, потому что Starbucks со Starbucks там или еще с кем-то ты конкурировать с такими, ну, никак не можешь. Как можно... Если мы говорим про носки, допустим, ну, то есть была история, когда все очень многие наши амазонщики заходили в эти сжимающие носки, которые там эти, ну, знаешь... Я, кстати, пример с носками просто привел, То есть первые 2 страницы выдачи все наши сидят. Знаешь, как заходишь в китайскую нишу, там все китайцы сидят. Ага. Тут в носках в этих сидели все наши, как, я не знаю, в репеллерах сидят все наши, там в пестицидах. То есть это вот, ну, как, вот вопрос, да, проецируя на кофе, как заходить в такие ниши, вот где, ну, казалось бы, все, там смертоубийство. Да, это хороший вопрос. Я могу даже
рассказать. У меня тоже был, кстати, опыт запуска кофе. И я продавал кофе на Амазоне, и, соответственно, это был самый мой первый продукт, который я запустил. Соответственно, сразу был выбран достаточно нелегкий путь, и это был самый, как я уже сказал, это был как бы вот в 2015 году, это был мой первый продукт. Соответственно, я нашел в Майами local roaster, то есть нашел, соответственно, компанию, которая жарит кофе. Это был наш мужик, значит, мы с ним договорились, что он мне там сделает небольшую партию, я какие-то придумал там этикетки, соответственно, все это сделал, отвез, получил ungated категории, это тоже там целая эпопея была с тем, чтобы завести, соответственно, и получить, ну, разрешение продажи этого продукта, там government and food, так категория называется. Вот, и, соответственно, кофе было доставлено, я начал его продавать, каким-то образом смог заренкаться на первую страницу по слову «арабика кофе», но как бы никаких там взрывов продаж не произошло. То есть там оно там продавалось по пару штук в день, но даже когда мы вышли, ну, на такое жирное ключевое слово «арабика кофе», то продаж, ну, не было никакой спайки, и, соответственно, ну, через полгода, опять же, такого набивания шишек, потери денег, ну, пришлось этот проект закрыть. И поэтому моя рекомендация, да, ребятам, кто хочет что-то начать подобное, все-таки, ну, давай подведу итоги, скажу, почему я считаю, что у меня не получилось, или, по крайней мере, не получилось так, как я хотел, потому что все-таки все равно продажи были, но это не был тот объем продаж. Я не помню, сколько там мы продавали, может, по 5-7 штук в день, но во-первых, цена, да, то есть была достаточно дорогая по сравнению вот с этими mass-production кофе, типа как Starbucks, потом есть там Pablo, какие-то бренды, Lavazza, то есть они реально, у них цены, если я продавал там за $20, то у них там, они продают за 10, там есть такие большие паки, я сейчас просто их не назову, потому что я не знаю, как они называются, но я думаю, что все их видели, там такие какая-то там красная упаковка, гигантские там, или Оли, или еще как-то, и там есть такие Maxwell House, они вообще продавали там по $7-8, а я продавал там небольшую, там 1 паунд продавал за $20. То есть в первую очередь как бы проблема была в том, что по отношению с такими большими игроками, да, как ты говоришь, которые реально закупают миллионы тонн кофе, да, там, я не знаю, ежемесячно, ежегодно, конечно, они могут позволить себе продавать дешевле, потому что у них себестоимость кофе дешевле. И второе, конечно, то есть это все-таки какое-то должен быть конкурентное преимущество. То есть ты не можешь просто запустить кофе и сказать, окей, вот я продаю кофе, оно стоит $20, ну вот купите у меня. Потому что пользователь Амазона, он заходит, да, и он, как бы первый вопрос он задает, ну почему я должен купить что-то новое, какой-то непонятный бренд, private label бренд, особенно за $20, если, блин, вот есть мой любимый бренд, который я уже там пью много лет, и он там стоит гораздо дешевле. Поэтому, если говорить за кофе, то я думаю, что в первую очередь нужно продумать свое позиционирование, то есть как ты собираешься позиционировать себя на рынке. И то есть это неплохо конкурировать со Starbucks или с какими-то другими большими брендами. В этом ничего нету, в плане это не так, что типа нет, как бы вообще туда не стоит лезть. Просто нужно продумать, какое у тебя будет позиционирование, то есть как ты будешь позиционироваться, в чем будет твое отличие по отношению вот к этим большим брендам. И если ты это отличие можешь правильно преподнести и продать его клиенту, и это отличие будет продавать, то, соответственно, люди будут покупать. Есть такой бренд кофе на Амазоне, называется Dead Wish Coffee. Может быть, я не знаю, слышал ты или нет. Они тоже, то есть запустились, ну вот я когда уже делал в 2015 году, они уже были на рынке, они до сих пор на рынке, они до сих пор не потеряли своей актуальности. Значит, такая упаковка, там такой скелет нарисован, типа как череп, вернее, не скелет, а череп, знаешь, головы, и написано Dead Wish Coffee. И они это кофе позиционируют как самое сильное кофе в мире. И вот они вокруг этого построили всю свою маркетинговую кампанию, что просто вот одна кружка, ты ее выпиваешь, и ты, ну, все, ты готов лететь в космос, вот так тебя этот. И, соответственно, вокруг этого вот у них такое позиционирование, да.
Например, у ребят они выбрали позиционирование эко, то есть у них, ну вот если говорить, да, вот за ребят, то есть у них позиционирование эко, они позиционируют кофе как то, что это самое там 2% какого-то кофе со всего мира, которое там взято с каких-то там где-то там, что это супер там чистое и так далее, то есть у них такое позиционирование. Соответственно, и аудитория у тебя будет отличаться, поэтому мне Ну да, кажется, что в данном... те, кто пьет кофе, да, а будут только те, кто вот за экологичную какую-то вот эту вот, да. Есть Ну, какой-то кофе, который выкакивают еще какие-то там макаки, какие-то животные. ну да, Самый да, дорогой это как-то кофе. блу, там как-то, я тоже не скажу, что я там супер разбираюсь в кофе, но да, идея в том, что ты можешь просто определить, кто твоя целевая аудитория, ну как бы люди, кто пьют кофе, их много, да, и одни готовы покупать кофе за $10 и не готовы платить больше, и есть люди, которые будут готовы покупать за $30, потому что они могут себе это позволить, и потому что то позиционирование, которое, например, ты делаешь со своим продуктом, оно резонирует с ними. Поэтому здесь как бы, ну вот это важно, я бы сказал. И второй момент, который я тоже добавил бы, это, конечно же, бюджет. То есть нужно иметь бюджеты для того, чтобы заходить в такого плана ниши, да, как кофе, или вот, ну, такие высоко, или, я не знаю, как чай. Чай не продавал, ничего не могу сказать про чай, но нужно иметь бюджет. То есть если ты начинаешь с 5 тысячами или с 10 тысячами, ну, возможно, будет сложновато. Но опять же, если Нет, ты это не будет придумаешь... сложновато, А? это невозможно. Это не будет сложновато, это невозможно, это что-то приближенное к фантастике. 1 из миллиона, может быть, шанс у тебя есть. Ну, слушай, всегда можно, знаешь, начинать, можно и с 10 тысячами. Вопрос в том, что, опять же, ну, если твоя идея зайдет людям, Мгм. то, соответственно, подтянуть деньги, либо там, ну, ты уйдешь out of stock, но ты потом там реинвестируешь все свои прибыли и будешь потихоньку раскачиваться, это можно. Просто для этого я бы так сказал, что для того, чтобы создать такого плана проект, нужно иметь опыт вообще в бизнесе, даже не в бизнесе, а опыт, наверное, в создании брендов и очень крутой опыт в маркетинге, в том и в позиционировании, чтобы ты понимал, как вообще, какой value ты несешь. Потому что очень много ребят, которые запускают продукт на Амазоне, я тоже, когда запускал раньше продукт, я тоже про это не понимал. То есть мы просто запускали такие, все, там нашли какой-то продукт, и мы его запустили. Но когда ты начинаешь строить бренд, ты начинаешь работать над позиционированием, правильно? То есть это важно. То есть начинаешь как бы нести идею людям, какой value твоего бренда и вообще почему ты этим занимаешься, да? То есть ты не просто там день тут пришел, чтобы только бабосов заработать, а именно какая-то философия, какая-то идея, которая стоит у тебя за брендом. И это очень важный момент, который я считаю, что наши, по крайней мере, не все, но много ребят, они упускают его. То есть потому что они, знаешь, Мало кто это делает, да, не согласен. дают просто, как бы не думают, что это важно. То есть, но на самом деле это важно. Даже когда ты создаешь листинг, и у тебя, когда ты начинаешь бренд, даже, скажем так, и ты придумываешь какую-то идею и позиционирование своего бренда, и потом ты начинаешь вокруг этого позиционирования строить, соответственно, создание продуктов, листинги, рендеры, иконографику, эти EBC-контент, и это начинает прослеживаться. И плюс это также прослеживается и в твоей рекламе и так далее. То есть ты пишешь те же там какие-то заголовки, которые отвечают твоему позиционированию. Например, там уникальные продукты, уникальные гифты. Да, вот мы продаем уникальные гифты или там супер крутые гифты, которые дарят вау на лица, кому их дарят. Да? То есть, соответственно, это идет у нас в рекламе, там, там Ну, или там... Андрей, вот скажи мне, Да, смотри, правильно я понимаю, что вот грамотный ресерч должен начинаться с идеологии? Ну, то есть вот ты должен сначала придумать философию, а только потом делать под нее ресерч, да? Или нет? Или это наоборот? Где здесь? тут Где здесь вот эта вот золотая середина? Скажи мне, пожалуйста. хороший вопрос, кстати, вообще очень философский, я бы так сказал. Ну, мы же Потому говорим что, про идеальную, мы говорим про ресерч под PL вот высокого уровня, смотри, да? это хороший, да, смотри, хороший вопрос. Ты можешь есть, знаешь, как, что было раньше, курица или яйцо. Вот здесь я бы так сказал. Тебе не обязательно начинать с какой-то философии или с какого-то позиционирования, с какой-то идеи, а только потом начинать ресерч. Ты можешь найти продукт, который будет крутым или который ты захочешь запустить, и под него ты можешь продумать, как ты это будешь позиционировать. То есть можно и так, и так. Я не думаю, что что-то одно должно быть вот типа вот только это правильно. То есть ты можешь найти, грубо говоря, продукт, который будет классно продаваться, и потом
подумать, как его круто будет поставить, как это сказать, как versus competitors, да, как ты можешь его противопоставить твоим конкурентам и как ты это будешь позиционировать. То есть это можно делать уже после того, когда ты найдешь продукт. Если ты знаешь, например, какую-то, ну, грубо говоря, нишу, да, в которой ты хочешь продавать, или у тебя есть, ну, вот то, что мы говорили, да, там какие-то навыки, экспертности в каких-то специализированных вещах, ты, конечно, можешь сначала продумать, как ты это хочешь делать, какое у тебя видение, а дальше уже начинать смотреть под это продукты. Так тоже можно. Поэтому я думаю, что здесь каждый выбирает, как ему удобнее. Если человек только-только начинает делать бизнес на Амазоне и делает первые шаги, я думаю, что ему более практичней все-таки будет найти сначала продукт, а потом уже делать позиционирование этого продукта и думать, как это сделать. Вот, потому что, как бы, ну, уже если у тебя есть опыт, если ты уже знаешь, да, чего ты хочешь, или, например, как что-то и поменять, или как улучшить какой-то продукт, ты можешь, соответственно, сначала это все продумать позиционирование, дальше просто уже взять этот продукт и начать его. Я понял. Скажи мне тогда, мы поговорили про там нишу со специализированными товарами, да? Там, в принципе, как мне кажется, то есть базовые вещи мы просто берем узкоспециализированные там какие-нибудь гайки и болты, вот, и туда заходим. Ну, мне кажется, что большинство людей, которые только начинают бизнес на Амазоне, они заходят с идеей, что я сейчас изобрету какую-нибудь ручку, которая будет продаваться 100 лет, и она будет продаваться еще после того, как умру я, мои дети, мои внуки и так далее. То есть все же хотят построить что-то длинное, да? Вот. Расскажи мне, кроме вот этого вот хобби, какие вы применяете практики по ресерчу вот таких вот длинных проектов, да? Да, крутой вопрос. Ну, да, наверное, все-таки большинство ребят, которые начинают, они идут и просто начинают смотреть. Несколько таких банальных примеров, в принципе, да, как мы начинаем, например, делать ресерчи. Соответственно, мы начинаем, как бы у нас есть входные ворота, скажем так, да, это может быть либо Jungle Scout, либо Helium 10. Есть у них внутри инструменты, они, в принципе, очень похожи между собой, и, соответственно, ты задаешь какие-то фильтры, это очень круто, то есть сейчас, нет возможности, да, это все показать, но там есть очень большое количество фильтров, которые ты можешь задавать Да. при поиске каких-то продуктов. Ты можешь, например, поставить какие-то фильтры и поставить, например, там максимальное, где будет уровень звезд, там 4,1, либо 3,9, и, соответственно, начать смотреть продукты, у которых низкое количество там звезд, но у которых revenue там больше 20 тысяч долларов. Да, ты тоже это в фильтре ставишь. Соответственно, то есть ты начинаешь вот это такой входной гейт. Дальше, как лично мы делаем, и у нас такой флоу, он endless, то есть он бесконечен, знаешь, он не заканчивается. То есть ты, например, нашел какой-то продукт, предположим, это ручка. То есть ты, соответственно, перешел на эту ручку, ты смотришь поисковую выдачу, ты смотришь, кто как продает, да, ты, соответственно, смотришь там, нашел каких-то топовых ребят, топовых продавцов, они классно продают. Ты открываешь их листинги и переходишь на их сторфронты. Соответственно, когда ты перешел на их сторфронт, ты видишь, какие они другие продукты продают. Ты видишь, например, окей, эти ребята, кроме ручек, они продают еще подносы. Соответственно, ты такой, эти подносы у них тоже хорошо продаются. Ты берешь это слово, ключевое слово поднос, вводишь его в Amazon, у тебя открывается уже выдача подносов, ты начинаешь смотреть еще продавцов, других топовых продавцов. Открываешь этих топовых продавцов, идешь в их профайл, смотришь, что они продают. Они еще что-то могут продавать. И вот таким вот образом это не заканчивается. То есть ты не можешь в один момент такой прийти и сказать, ну все, я как бы дошел до последней странички. И есть такие селлеры, да, то есть есть такие golden наггеты, когда ты можешь найти какого-то селлера, у которого прям, реально выбраны крутые продукты. Для запуска ты можешь просто подсмотреть у него, что у него выбрано, и ты можешь прям несколько идей себе взять на вооружение прямо у этого селлера. То есть ты в данном случае в таком виде ресерча, это самый, как бы, такой один из самых основных ресерчей, которые мы используем. Я лично сейчас не ищу продукты, да, этим занимается команда, но это такой самый такой ресерч, который мы используем именно то есть начинаем там с Helium и дальше идем, соответственно, по продавцам, и мы смотрим, что они продают, потому что
гораздо лучше, да, ты можешь найти, например, что уже кто-то круто продает, чем, например, там пытаться просто идти в категории, там по категориям шастать и смотреть, особенно в топ-100 категорий мы даже никогда не открываем, не смотрим, то есть, потому что это топ-100, их видят, их видят все, все видят, они на Да, и виду, что вот так, лезут. знаешь, да, и туда лезут особенно много ребят, либо туда могут лезть какие-то очень мощные, да, мастодонты, которые продают на сотни миллионов, и у них есть очень большие команды, либо туда могут лезть агрегаторы, у которых есть тоже большие финансы, которые могут просто это пушить. Конечно, они могут идти и запускаться в топ-100 и выбирать, потому что топ-100 это, да, как бы это самое больше всего там, соответственно, денег, да, в этих Ну да. первых топ-100. Но нужно понимать, что, да, то есть если ты, тем более ты начинаешь, или если ты такой mid, там, small и medium seller, нет смысла с такими тягаться. То есть будет очень сложно. Это такой тяжелый путь, который, ну, с Согласен. которого тяжело начинать. Я согласен с тобой. Ксюша говорила на этом, что почему хорошего еще ваш метод. То есть я вот здесь вот хотел бы добавить, Ага. кто не знает, да, чем хорош вот этот вот метод, когда вот ты берешь с малыми звездами, но с хорошим ревенью, да, заходишь на листинг и потом идешь на storefront, потому что, как ты сказал, если компания, продавец продает ручки и подносы, то, скорее всего, он, как это сказать, не специализируется на одной нише, как Starbucks и с кофе, да? Соответственно, с ним проще конкурировать, потому что он не является каким-то монополистом, Брендом каким-то, да, да, там. каким-то крупным брендом в этой нише. И это вот еще одна интересная история, если storefront, да, то есть какой-то продавец продает много разных товаров, то он, во-первых, не будет продавать, если один товар у него продается хорошо, то он не будет продавать какие-то левые товары, которые, зачем ему они нужны, да, и здесь можно конкурировать. И в то же время конкурировать можно именно по причине того, что... Да, да, 100%. Ты можешь находить и как бы продавцов, которые находятся в этой нише, да, даже они могут быть в этой нише, либо какие-то related продукты у них могут быть. Ты тоже можешь посмотреть, как бы ничего, на самом деле ничего плохого в конкуренции нету, наоборот, конкуренция это хорошо, просто на данный момент, ну, если говорить за то, какой был Amazon несколько лет назад, да, там в 2016 году, вот когда Sales Hub выстрелил, и когда эта тема была такая, да, как бы, ну, горячая, она, я бы и сейчас сказал бы, остается горячей, но раньше, конечно, было чуть-чуть проще в плане того, что можно было просто сделать любой копикат, просто копикат продукт, вот он продается, ты такой же запустил, просто бренд другой написал, отправил, и оно просто, ну, все... Базовые вещи, то есть берем чеснокодавку, меняем ее цвет ручки, да, и получается. Ну да, да. То есть сейчас, конечно, данный момент на сегодняшний день это я не хочу говорить, что это не работает. Оно работает гораздо хуже, чем это было там те же 5-6 лет назад. Но с другой стороны, на данный момент, на сегодняшний день, Amazon же тоже не стоит на месте, правильно? То есть нужно понимать, что за последние 6 лет Amazon и база клиентов Амазона, она выросла тоже очень сильно. То есть те люди, которые раньше не шопились 5 лет назад, они сейчас шопятся на Амазоне. И, соответственно, вырос, то есть Ну и поток, оборот. трафик вырос. И посмотреть, как растет Amazon каждый год, он просто ставит новые рекорды. Поэтому в этом я не вижу ничего такого критичного и страшного, то, что растет конкуренция на Амазоне. Если бы росла бы конкуренция, но не рос бы трафик на Амазоне, то тогда, конечно, ну, мы бы боролись бы, да, за тот же кусок пирога, который не увеличивается в размере, но этот кусок пирога, он каждый год увеличивается. И поэтому здесь как бы оно растет вместе, как растет трафик на Амазоне, и их клиентская база растет, соответственно, также и конкуренция растет. Поэтому, ну, как бы в этом нету ничего, ну, так плохого, и это не значит, что Amazon потерял свою актуальность. Просто немножко методы ведения бизнеса, они, конечно, изменились. Но если ты, ну да, то есть вот как-то так, Ну, я чтобы понял. не уходить далеко вглубь. Да, в другую сторону не будем уходить. У нас тут есть один человек, парочка вопросов, которые оставили. Я их выведу на экран, пожалуйста. Как определяется бюджет, По которому, наверное.
как определяется бюджет, по которому ориентируетесь месячные продажи? По лидерам или по среднему по конкурентам? И на какое количество месяцев? Я что-то не понял. Здесь интересный вопрос, у меня фоллоуап вопрос. Бюджет чего? Бюджет запуска продукта или бюджет, ну, чего именно? Бюджет на запуск или бюджет на то, сколько продается? Уточните, пожалуйста, вопросы, Сергей, потому что немножко непонятно. Да. Да, давай пока не будем на это акцентировать внимание, потому что я не понимаю, что человек хочет. Давай по-другому. То есть, вот смотри, research, вот эта вот методология, которую ты описал, она очень классная, и, как ты сказал, она endless, то есть бесконечная, как этот. Но что делать дальше? То есть вот, окей, мы проресерчили. Как вы понимаете, что у вас хватит сил на то, чтобы зайти в эту нишу? Смотри, для нас самый важный показатель, который мы используем при выборе продуктов и при запуске продуктов, я бы сказал, наверное, ну, не считая того, что этот продукт должен быть private label, да, понятно, что там из разряда Apple Watch, типа такого, ну, какие-то не private продукты или там Xerox, или там какие-то принт-машины мы не смотрим, да, то есть я по умолчанию имею в виду, что продукт можно запустить и сделать под private label. Вот, то есть для нас приоритет и самый первый пункт, который мы ставим во главе всего, это маржинальность продукта. То есть это, соответственно, какой у нас, сколько мы будем зарабатывать после выплаты всех, абсолютно всех фи, всех затрат на маркетинг, затрат на доставку, на обслуживание, на создание там листингов и так далее, да, то есть как бы всех сопутствующих там уплаты налогов на этот продукт, таксов, вот для нас это номер один, то есть мы смотрим на самый номер один, это, соответственно, после учета, после выплаты абсолютно всего у нас должен оставаться кэш на руках. Вот это номер один, на что мы смотрим. Второе, наверное, на что мы смотрим, я бы сказал на то, каким образом мы можем этот продукт каким-то образом изменить для того, чтобы спозиционировать его по-другому. То есть ситуация в том, что конкуренция, да, то есть если вот мы говорим сейчас очень большая конкуренция на Амазоне, да, вот очень много продуктов, листингов, которые имеют там 10 тысяч, 15 тысяч ревью, но их не нужно бояться на самом деле, таких листингов, их не нужно бояться. Нужно ставить вопрос, каким образом ты можешь отличаться. То есть если мы видим, что мы можем каким-то образом добавить какой-то value, либо сделать что-то иначе, то тогда это будет очень большой плюс для нас. И для нас то, что там будет какое-то количество продавцов, у которых там будет 10 тысяч отзывов, для нас не будет проблемой. То есть у нас есть кейсы, мы запускаем продукты, мы эти продукты меняем как-то по-другому, и мы позиционируем их по-другому, и у нас может быть 100 ревью, и у конкурентов, у топовых, у них там по 9, по 10 тысяч ревью, и мы там топ-3 в нише, может быть. То есть после этих конкурентов и после нас идут чуваки, у которых тоже там 5-7 тысяч ревью, а у нас всего 100 ревью. Но здесь хочу такой важный момент отметить, что когда мы смотрим продукт, мы удаляем выдачу, да, то есть мы очень круто работаем с фильтрами не в самом уже Helium, а в эпке, и мы, соответственно, удаляем топовых если, например, выдача 60 продуктов, мы удаляем первые, например, 20 и удаляем нижние 20. И удаляем все нерелевантные листинги. И мы оставляем только 20, которые остаются посерединке. То есть которые, мы отсортировываем по revenue всю нишу, да, по этому ключевику, от большего к меньшему. Мы удаляем сверху 20 результатов и снизу 20. То есть если это 60, если выдача 60 продуктов. Если их там 48, то мы можем удалить сверху 15 или сверху 10 и снизу 10. Наша задача какая? Оставить вот эту серединку, именно серединку выдачи, и посмотреть, как продает серединка. И здесь, конечно, мы обращаем внимание на то, какое среднее количество ревью и какой средний revenue у этих продавцов. Очень крутая стратегия. Вот прям просто открывает глаза и начинаешь совсем по-другому смотреть. Ты можешь открыть нишу, ты можешь видеть, там показывает Helium 5 миллионов оборот,
всей ниши, да, и, например, там 10 тысяч ревью в среднем на листинге, и ты такой думаешь, ой, блин, типа, Мне кажется, непонятно счет. Когда ты отсортировываешь таким образом, ты, например, можешь посмотреть, окей, осталось 20 продуктов, у них, например, там 600 тысяч осталось там revenue, и там среднее количество ревью может быть 500. И ты такой, окей. То есть и мы смотрим, чтобы те листинги, у кого есть также небольшое количество ревью, там 100-200 ревью, мы смотрим, чтобы они тоже продавались. Это очень важный момент. То есть для нас это, если мы видим, что есть продукты с небольшим количеством ревью, ну, небольшое, я имею в виду хотя бы 50-100 ревью, да, то есть как бы сейчас в любом случае это небольшое количество ревью, и каждый может набрать это ревью там за несколько месяцев, даже органически. Но вот мы смотрим, если продукт продается, соответственно, с таким количеством ревьюшек в серединке, да, вот этой, соответственно, для нас это хороший зеленый свет, чтобы мы интересная тема, двигались. да, что нужно анализировать не по топам, а по серединке, можно ли продавать в серединке, да, то есть если Мы на это и ориентируемся. То есть, да, мы удаляем весь топ, и мы удаляем весь батом. То есть мы удаляем тех, кто не продает, либо там продает. И мы не смотрим на самом деле мы не смотрим, насколько они продают. Мы просто отсортировали по revenue, просто отсчитали сверху там 10 или 15 или 20 и отсчитали снизу. И просто их удалили. Плюс мы удаляем нерелевантную выдачу и удаляем спонсоры продукты. Мы оставляем только органические, только тех, кто находится прям в серединке, и по ним и только по ним мы уже начинаем анализировать нишу и смотреть, что из себя это представляет. То есть мы не смотрим ее так broad, мы смотрим ее более... Потому что мы сразу целимся... Продажа со второй страницы, правильно? Ну, то есть, Повтори вопрос, пожалуйста. Я имею в виду, фактически продажи со второй страницы, да? То есть не с первой страницы? Нет, почему? Ну смотри, нет, у нас же сейчас в Амазоне есть такая очень во многих нишах выдача не так, что 16 продуктов, как раньше, одним, а выдача идет плитками. Да. И в зависимости от ниши, во многих нишах, да, сейчас очень так именно плитками идет. То есть ты открываешь первую страничку, у тебя на первой страничке может быть либо там 48 продуктов, либо 60 продуктов. Ну, да. И мы смотрим первую страничку, мы не открываем вторую страничку. Нам достаточно быть на первой страничке, просто быть на первой страничке где-то в середине выдачи там 20-15, нам не обязательно быть в топ-10 или там, ну, конечно, мы к этому стремимся, но для нас, когда мы отсортировываем выдачу таким образом, мы видим средние продажи, и мы сразу понимаем, что нам не обязательно быть где-то там в топе, мы просто можем быть в серединке, и мы можем продавать. Слушай, очень классно, очень интересная история, я как-то даже вот об этом не задумывался. Мы про это вроде не рассказывали, я про это как-то забыли рассказать, но это очень крутая история. Это просто тебе, знаешь как, она тебе очень сильно дает, view меняет. То есть ты можешь реально, у нас, ну, ты смотришь, ты думаешь, о, блин, там классная ниша, например. Потом ты удалил только несколько результатов, и ты смотришь, а у тебя там с 5 миллионов осталось 300 тысяч. И у тебя еще 20 там продуктов, и ты понимаешь, что у тебя первые там, топовые там 10 человек, они просто забирают 85% на себя, соответственно, когда ты запускаешь новый продукт, я думаю, твоя задача не пытаться, то есть твоя задача, да, как бы как можно проще оторвать кусочек рынка. Без боя. Вот это самая такая должна быть. Если ты смотришь вот с такого view, то есть то, что ты хочешь зайти в нишу, и ты без боя хочешь оторвать маленький кусочек от большого куска, от большого пирога, чтобы тебе не пришлось там сидеть и, я не знаю, делать какие-то там кучу, набивать каких-то ревьюшек, я не знаю, то есть, ну вот я постоянно вижу, да, люди пишут, что кому-то забанили аккаунт, еще что-то из-за ревью, кто как набирает ревью. Мы просто... У нас вообще нет такой проблемы. У нас просто нет такой проблемы. Вообще. То есть мы делали Falcon Heavy, мы тоже про это рассказывали. Мы были, я бы сказал, первые, кто вообще эту систему именно в СНГ как бы рассказал. И потом уже, конечно, и в Штатах доперли до этого. Но я помню первое время, когда мы протестировали, это работало, и мы там приходили здесь в Майами там на тусовки амазончиков, и все такие там за ревью, кто-то чего, и никто этого не знал, а ты как бы сам до этого допер, это, конечно, как бы круто было. И мы это какое-то время использовали. Может быть, я что-то пропустил. О чем речь? И вот я говорю про чат-ботов, знаешь, вот эти чат-боты на Facebook. Да, то есть мы как бы, мы смогли это разработать еще когда, ну, даже нигде никто вообще про это не говорил. То есть мы чисто просто, ну, вот как-то, я помню, просто я нашел похожую систему через e-mail,
И я просто подумал, что с моим другом мы такие начали мозговать, мы такие, блин, а что если это попробовать через Facebook? И мы, соответственно, начали это тестировать, ну, я так к чему говорю все? К тому, что вот мы это начинали делать, потом вот где-то с 2018 года, то есть мы вообще перестали делать вообще что-либо по ревьюшкам, вообще как бы ever. Мы никаких там никаких не делаем, ни выкупов, никаких там ревью-клабов, мы этого ничего не делаем. То есть мы еще это делали, когда... Просто клейку не делаете? Клей не клеите? Нет, конечно. Ну, конечно, я даже не знаю, как... Конечно, не делаем, нет. Просто сейчас, буквально пару дней назад, я в группах собирали по 10 тысяч долларов, пытались найти 12 человек по 10 тысяч долларов, которые скинутся и купят новый метод склейки отзывов. Ну, Вау. Люди хотят собрать 120 тысяч баксов только на отзывы. Вау. Я не знаю, как бы я не говорю, что это типа плохо или что не нужно, а каждый выбирает, каждый свой путь выбирает. За это прилетит бан в любом случае. Просто он завтра или прилетит через месяц. Ну, какая разница? Просто каждый выбирает, знаешь, как то, что ему подходит. Ты знаешь, как у нас такая стратегия, ну вот у меня такой майндсет. Я, может, лучше чуть буду меньше зарабатывать, но зато у меня вообще не будет никакого нервника в бизнесе. Я буду просто чуть меньше сегодня зарабатывать, но зато в долгосрок. То есть я, ну знаешь, я настроен вообще в бизнесе, да, как бы не на спринт, не на то, чтобы прямо сейчас прийти и взять деньги, а просто на марафон. Я не против зарабатывать больше, но если я вижу, что такой метод может поставить весь бизнес как бы на риск, я просто не хочу этого делать. Я не хочу, знаешь, сидеть и думать и переживать, что, блин, я сейчас там выставил кучу ордеров, а вдруг мне сейчас забанят Amazon аккаунт, и потом мне надо с этим делаться, и надо переживать, и мне надо, знаешь, какие-то испытывать нервники, стресс. А у тебя аккаунт заблокировали, да? Ну, как бы, опять же, я не говорю и ни в коем случае не осуждаю, и не говорю, что это там плохо или что так не надо делать. Каждый выбирает ту модель бизнеса и те способы развития бизнеса, которые ему подходят. Но если вот мы заговорили за такие вещи, знаешь, я вот тебе такую вещь скажу. Почему, то есть мы не делаем и не развиваемся в каких-то черных схемах? Потому что ты как предприниматель, ты не развиваешься. То есть да, ты можешь зарабатывать классные бабки, но ты как с точки зрения предпринимателя, с точки зрения экспертности, ты не развиваешься, потому что ты узнаешь черные схемы, ты, например, узнаешь как-то, их взламываешь, эта черная схема через полгода перестает работать, ты начинаешь искать новую, но ты с точки зрения как бы твоих скиллов, да. ты ноль. То есть ты умеешь разбираться в черных схемах, но чтобы тебе создать, например, какой-то там бренд или тебе создать сайт и привлечь туда продажи, и чтобы настроить какие-то воронки, чтобы дать value клиентам, как бы ты этого вообще не знаешь, например, как делать, потому что у тебя фокус как бы зациклен на таких схемах. Но если ты делаешь, соответственно, да, если ты строишь таким образом, когда ты реально узнаешь что-то новое, ты постоянно какие-то фишки легитимные привносишь в бизнес, это тебя развивает, ты можешь этим делиться. Вот как я сейчас, да, с тобой, я могу поделиться, рассказать свой опыт. Если бы я делал бы чернуху или просто сидел бы на черноте, я бы, ну что бы я сказал, ребят, извините, я вам не могу рассказать, заплатите мне 120 тысяч долларов, я вам расскажу, как склейку делать. Но опять же, я ни в коем случае не осуждаю ребят, кто работает по таким схемам. Я считаю, что каждый выбирает то, что ему лучше подходит, в зависимости от его ситуации, от его возможностей брать риски. Ну да, наверное, как-то так. Но опять же, каждый выбирает свой путь, то, что ему нравится. Но по итогу, как бы, ну, я думаю, что... По итогу выигрывают только те, кто играет в долгую, потому что... Я думаю, что да. Ну, да, я думаю, что так. Ну, в любом случае, возможно так. Я знаю ребят, кто делает тоже какие-то схемы, они очень круто зарабатывают, и к ним, ну, большой респект, то, что они, да, таким образом могут делать. Но лично мне это не подходит. То есть, знаешь, как, если кому-то нравится велосипед, а кому-то нравится бег, ну же ничего плохого нету в том, что, например, кто-то бегом занимается. Просто это как бы каждый выбирает то, что ему больше подходит. Ну да, согласен. Слушай, у нас очень много комментариев, но все в основном комментарии благодарственные. Спасибо, уже услышал ответ. Андрей, спасибо за эфир, очень круто. Круто. Спасибо за эфир. Но, ребят, как-то несерьезно, надо больше вопросов задавать, так, чтобы Андрей вспотел тут и сдал все свои бизнес-идеи. Секретики.
секретики, чтобы все с потрохами сдал. Мы же для этого здесь собрались. Но вот один вопрос. Из вашего опыта, какой процент продуктов в портфолио генерирует основной кэшфлоу? И сколько должно быть продуктов в этом портфолио? Подскажите, пожалуйста. Да, классный вопрос. Значит, у нас есть несколько виннеров, которые генерируют основные продажи. Есть часть продуктов, которые продаются гораздо меньше, либо они имеют какую-то сезонность. Все-таки сейчас сейчас у нас фокус такой, чтобы те новые продукты, которые мы запускаем, мы хотим эти продукты раскачивать, да, для того, чтобы доводить их до определенного уровня, да, там, например, 30-40 тысяч и запускать новые продукты. То есть сейчас у нас больше такая стратегия. Если раньше мы могли просто запускать, мы очень еще, да, через сайт очень много продавали и, соответственно, очень много продуктов запускали под сайт, то на данный момент, то есть стратегия такая: лучше иметь меньше продуктов, но эти продукты каждый будет, даже не так скажу, лучше иметь больше продуктов, но чтобы каждый из них генерировал стабильную прибыль, чем чтобы у вас было 1, 2, 3 продукта, которые будут генерировать всю прибыль. То есть вот возвращаясь, есть такое правило Парето, да, то есть 80/20, плюс-минус пропорция может меняться, там где-то 70/30. У нас, например, сейчас я бы сказал, наверное, 20/80. То есть у нас 20% продуктов, которые генерируют 80% кэшфлоу, и нам это не нравится. То есть мы сейчас хотим, то, что я сейчас вам говорю, эту идею, что лучше иметь 10 продуктов, и каждый из них будет продаваться по 10 тысяч, чем иметь 10 продуктов, 2 из них будут продаваться в 40, а другие будут продаваться все на 20. У тебя и в первом случае, и во втором ты продаешь на 100 тысяч. Да. Но в первом случае, когда у тебя 10 продуктов генерируют каждый по 10 тысяч, у тебя диверсификация сумасшедшая. Если тебе что-то произойдет с одним продуктом, ты уйдешь out of stock, то ничего страшного не случится. Да. У тебя будет также 90 тысяч, ты будешь делать. Если ты уйдешь out of stock, когда у тебя продукт генерирует 40 тысяч, и ты по нему уйдешь out of stock, ты лишился 40 тысяч месячного оборота. Соответственно, ты уже не на 100 продаж, а продаж на 60. Если у тебя, кроме out of stock, могут какие-то быть другие проблемы, да, то есть Amazon запросил какие-то листинги, прилетела жалоба, еще что-то, какие-то проблемы могут быть, листинг, может быть, забанился, листинг может просто откатиться на вторую страницу, по нему могут просесть продажи. Такое тоже может быть. В нише там конкуренты запустили что-то новое, либо еще что-то там поделали, либо реклама стала хуже работать, и у тебя этот продукт, который у тебя приносил основную прибыль, он начал, то есть у тебя этой прибыли уже нет. Это очень опасная ситуация, поэтому я бы все-таки равнялся на то, чтобы каждый продукт генерировал плюс-минус примерно одинаковое количество, и тогда это будет гораздо более сейф. Даже если два продукта по каким-то причинам перестанут генерировать прибыль, то у тебя будет еще 8 продуктов, которые по 10 тысяч генерируют. Я понял. Слушай, на наш призыв по поводу вопросов посыпались вопросы, поэтому я их буду выводить сюда. Ага. Так ревью вы получаете исключительно органические, и чат-боты, как получаете стартовые продажи для первых отзывов? Через PPC? Значит, чат-боты мы не делаем, то есть я, как сказал, мы это делали, когда только эта тема появилась, мы перестали делать. Я знаю, что сейчас тоже ребята кто-то делает, просто их стало очень опасно делать, поэтому мы чат-ботов не делаем, реально где-то с 2018 года, может там с конца, я не помню, но уже несколько лет точно не делаем. Ревью получаем органически, да, мы делаем, соответственно, Vine-программу, она работает тоже как бы плюс-минус, иногда она может круто там получить клеймы, и, соответственно, иногда бывает такое, что продукт не получает клеймов. Второе, что мы делаем, у нас есть такая программка, называется AMZ Капитан, можете загуглить, посмотреть, есть это и у Jungle Scout, есть у Sellerize ребят, то есть это Review Requester называется. То есть что она делает? Вы, наверное, я думаю, все ребята знают, что... Кнопочку Request Review автоматически. Да, эта программа, она сама автоматически делает эти реквесты. У нас не так много ревью, может быть, но у нас очень много приходит рейтингов. То есть, как бы, если говорить ревью рейтинги, то, соответственно, ревьюшек не так много, гораздо больше рейтингов.
Ну и дальше, чем ты начинаешь больше продавать, тем, соответственно, у тебя больше приходит этих ревьюшек. Поначалу первое время чуть сложновато, конечно, но мы просто, ну, как только раньше была еще Yearly Review программа, соответственно, мы делали ее, мы получали первые несколько ревью, и мы начинали, соответственно, включать какую-то там PPC небольшую, но в целом, если кто-то делает раздачи, да, то есть мы тоже иногда прибегаем к раздачам, особенно на старте мы можем делать какие-то раздачи, и потом это ревью-реквестер, он просто догоняет этих людей, он просит оставить их ревью, кто-то оставляет, кто-то нет, но когда у тебя есть уже, там, я не знаю, 10-15 отзывов, то уже гораздо легче, а дальше потом это органически потихоньку раскачивается. Ну, первое время, первые пару месяцев продукт, возможно, он не перформит так, как он перформит через полгода. То есть это тоже такой вот важный момент, то, что мы видим, что продукты, они первые там месяц, полтора месяца, они могут гораздо хуже продаваться, чем они продаются потом, когда у них уже чуть больше ревью есть. Но вот еще раз подводя итог, отвечая на вопрос, это Vine и это AMZ Капитан, то есть реквестер ревьюшек. Мы не высылаем никакие имейлы из разряда «Привет, спасибо, что вы купили, мы маленький бизнес, мы это делали раньше». У нас очень это плохо работало. Просто как бы, ну, конверсия была, я даже не скажу какая, ну, просто было дно, и мы просто перестали это делать. Вот так как мы стали делать с этими request-ревьюшками, оно работает нормально. Да, именно от Амазона. Оно, так как оно приходит от Амазона, больше траста, и люди более такие, типа как предрасположены к тому, чтобы просто рейтинг. Они могут просто на звезду нажать, перейти, нажать пост, им даже не надо ревью писать. Поэтому сейчас набор ревью и вообще набор рейтингов, он гораздо проще стал, чем это раньше было. Amazon тоже понимает, что чтобы новые продукты запускались, какие-то должны быть ревьюшки, и, соответственно, Amazon тоже работает над тем, чтобы как-то облегчить облегчить, да, вот этот вот транзитный период в самом начале для селлеров. Потому что Amazon же тоже заинтересован в том, чтобы на Амазоне появлялись новые продукты, чтобы эти продукты, расширялся ассортимент продуктов на Амазоне. Просто, ну, да, вот, ну вот как-то так. Просто иногда как бы мы не понимаем Amazon, да, и он... Инфлюенсерами вы пользуетесь? Для сайта пользуемся, для Амазона, именно чтобы на Амазон привлекать, мы не делаем. Но для сайта, да, для сайта мы делаем. Но именно так, чтобы мы делали это с инфлюенсерами, чтобы они нам на Амазон какие-то ревью оставляли, типа такого, мы не делаем, но опять же, это можно просто делать, конечно, отправлять продукты инфлюенсерам, мы это делаем, мы отправляем, но это больше работа под сайт, чем под Амазон. Скажи, а вы Amazon сайт, я так понимаю, на Shopify, да, продаете? Да, Shopify, да. А еще где-то продается, то есть Walmart, вот эти вот какие-то истории? Мы продаем, ты знаешь, вторая, если говорить за маркетплейсы, вторая площадка, которая у нас после Амазона, это Etsy. Но это потому что связано с нашими продуктами. То есть мы в гифт-индустрии, мы продаем подарочки, типа такого, и, соответственно, это больше подходит. У нас есть Walmart, на Walmart тоже есть продажи. Я бы не сказал, что мы супер как-то его пушим. Да, у нас был воркшоп, мы, соответственно, запустили его, но у нас есть какие-то продажи. Мы не видим... то есть, и опять же, это зависит очень сильно от продуктов, да, какие вы продаете. То есть, но у нас вот номер 2 это Etsy по продажам. Даже нет, номер 2 я бы, наверное, сказал бы wholesale, а номер 3 Etsy. Ну, плюс-минус, точно сейчас не скажу. То есть, кроме Амазона, если говорить за маркетплейсы, либо вот за такой... Вы продаете оптом куда-то? То есть... Да, мы продаем еще в ритейл-магазины. Ну, вот как, знаешь, как в офлайн магазинчики подарков, вот ритейл-магазины, которые там продают, ну, ты знаешь, в Америке, когда ты приезжаешь, там, какие-то города, там у них есть свои магазинчики, какие-то там гифты, ну, вот, такие мы тоже продаем. Потом об этом поговорим. Еще выведу тебе много вопросов тут. Поиск товара, поставщика локально, Беларусь, а потом ресерч этого на Амазоне. Рабочая схема? Рабочая, да, конечно, абсолютно рабочая. Вы можете смотреть, какие продукты у вас уже есть, либо выходы на поставщиков, какие у вас есть. Но нужно понимать, самое важное, чтобы просто этот продукт, который вы можете запустить, чтобы он имел спрос на Амазоне. Если у тебя есть поставщик, который производит какой-то продукт, он может для тебя этот продукт производить, тебе нужно, соответственно, также посмотреть Amazon, если этот продукт, пользуется ли этот продукт спросом на Амазоне,
какая конкуренция на этом на Амазоне, какая цена продажи на Амазоне и сколько ты будешь этого зарабатывать. Но это рабочая схема, да. Просто она немножко как бы не так, что ты сначала продукт нашел, а потом ты Да. просто наоборот это делаешь. Но это рабочая схема. Главное, чтобы, да, оно... Сколько вы по времени вы тестируете продукт, чтобы понять, оставить его или вывести из линейки? Я бы не сказал, что у нас есть типа как тестирование, что мы типа такие, окей, мы тестируем этот продукт, мы запустили продукт, первый ордер, мы, как правило, делаем около 2000 юнитов, мы делали раньше больше, но делали и меньше, но такой как бы больше лучше не заказывать, меньше мало что можно понять, да, если ты там закажешь 500 юнитов, по крайней мере в нашем, да, как вот в нашем опыте, мы заказываем 2000, мы смотрим, как он продается, если мы видим, что он есть какой-то интерес, мы выставляем еще один ордер, и дальше мы смотрим, соответственно, вообще, интересно ли нам заниматься этим продуктом. Если он, соответственно, если он продается, конечно, интересно. Если мы видим, что этот продукт не оправдал наших ожиданий, мы можем его распродать и как бы и больше, ну, просто распродать его и все, Хорошо. и закрыть его. Видео в листинге продукта насколько по опыту увеличивает конверсию? Видео must-have в листинге продукта, ну, типа, это обязательно? Средняя конверсия на ваших продуктах, если это есть, относится к видео? Значит, по поводу того, насколько видео увеличивает конверсию в листинге, я не могу сказать, я не знаю, потому что мы, когда создаем листинг, мы сразу же загружаем туда видео, поэтому у нас нет такого, что мы типа создаем листинг, потом добавляем. То есть мы просто, да, мы добавляем видео. Мы, если у нас есть возможность и время, чтобы снять это, именно сделать профессиональное видео, мы делаем именно профессиональное видео в студии с моделями. Если времени такого нету, либо если продукт не позволяет это сделать, то мы, соответственно, делаем какую-то слайд-шоу, да, например, красивый слайд-шоу с красивыми какими-то буллетами, которые появляются, и мы добавляем. То есть мы делаем всегда листинг, мы делаем с видосом, поэтому не могу это сказать. Must-have по поводу конверсии на листингов, я бы сказал, конверсия колеблется. Есть листинги, на которых конверсия по 30%, по 35%, есть листинги, на которых конверсия там 10%. У нас есть один проект, ну, опять же, это может сейчас показаться так, типа, что, знаете, как, что, типа, Андрей тут немножко вешает лапшу, преувеличивает. У нас есть проект, 4 продукта, конверсия на листингах около 70%, где-то от 60 до 70% конверсия на листингах, на 4 листингах. Не так много трафика, но я просто, ну, как бы, если бы, то есть, ну вот, просто такое есть, это может быть. Я, конечно, сам был в шоке, но, я, опять же, там не так много трафика, может быть, эти там по несколько продаж в день, там может 5, 6, 7 продаж в день каждого продукта, но конверсия больше 60% на этих листингах. Ну вот, это другой проект, но, опять же, и другая ниша. Это потому что качественный листинг и Да. товар, хоть и в узкой нише. Это, скажем так, это новый проект, в который вот то, что мы сегодня говорили, мы продумывали, да, позиционирование, мы продумывали то есть продумывали, как позиционировать бренд, как позиционировать продукты. Мы сделали очень крутой брендинг, который создает впечатление большого бренда. То есть, когда ты заходишь на листинг, у тебя ощущение такое, будто это какой-то большой классный бренд. Именно вот именно получилось таким вот, ну вот получилось так сделать, да. И вот я думаю, что это основная причина, почему такая конверсия. Но я вам просто, ну вот руку на сердце положа, могу сказать, что, ну, от 60 до 70% за месяц, ну вот я не знаю, последний раз я смотрел там пару недель назад, потому что я не проверяю, если честно, конверсию каждый день, но конверсия там за месяц, ну или за то время, сколько мы продаем, она была реальна. И это без раздач конверсия, это именно органическая конверсия. Но я правильно понимаю, что везде ABC-контент, ну, то есть Конечно, конечно, да, ABC-контент, конечно, нет, конечно, то есть листинги топ-левел сделаны, топ-левел. Платите за листинг. Сколько у вас стоит листинг один, ну, так вот, чтобы, знаете, сделать? Ну вот сейчас, да, мы запустили, кстати, недавно сервисы, сейчас $1300 это, ну, создать полноценный листинг. От А до Я. Но я пообщался с ребятами, кто тоже в этой нише, кто работает над сервисами. Я показал несколько примеров того, что мы сейчас делаем, показал наши листинги, которые мы себе делали. Ну, как бы,
То есть говорят, что это мало. То есть говорят, что типа что это мало. $1300 это включая фото и видео или нет? Или просто тексты? Это без видео, это полностью, это листинг под ключ с EBC-контентом, но без видео. Видео – это как бы вообще отдельная история. Да? С фотографиями? Конечно. Это рендеры, либо это рендеры и инфографика. Я понял. Я тебе скажу, что недавно я был на форуме в Лас-Вегасе, где наши Проспер-шоу это было. Там было много наших. Ага. Вот, так вот, я не буду даже называть, кто это, один из людей, которых тоже он живет во Флориде, которым не очень такое отношение в наших группах, продает просто написание текста за $1000. То есть, как бы вот... Я заказывал копирайтинг, мы делали копирайтинг супер какой-то дорогой, мы заказывали у каких-то топовых ребят, мы заказывали копирайтинг у обычных копирайтеров. На самом деле здесь не всегда можно понять. Я тебе могу показать два текста и сказать, один стоит $70 в час копирайтер, а другой стоит $25 в час копирайтер, попробуй определить. Порой ты просто скажешь, блин, два текста хорошо написаны, либо два текста написаны херово. Поэтому здесь, конечно, дороже, я так хочу сказать, дороже не всегда значит лучше, но как бы, потому что и мы тестировали, мы заказывали и так, и дорогие, и дешевые, и просто... Это недорогая цена, это очень конкурентно, потому что лучше отдать $1300, по моему опыту, чем 100%. Создавать техническое задание, придумывать, как же сделать фотографии. То есть вот в прошлой неделе мы разговаривали с Олей Нестеренко, она много чего в этом понимает, и она говорит, что для того, чтобы начать создавать листинг, нужно сначала философию написать. То есть вот это вот уже дальше, да, то есть пишем философию, а потом на основе этой философии очень легко листинг создать, техническое задание, потому что все уже понимают, что вы хотите продавать и как вы это хотите продавать. Ты знаешь, я хочу такой важный тоже момент сказать. На самом деле философию создания философии листинга мы ставим на плечи, соответственно, клиента, потому что никто лучше клиента не знает, что из себя представляет продукт. Когда к нам приходит клиент, мы ему даем бриф, где в этом брифе мы задаем кучу вопросов для того, чтобы понять, чем он лучше конкурентов. Мы задаем прямой вопрос, да, почему должны купить у вас, а не у конкурентов. То есть какие у вас конкурентные преимущества, какой УТП. Порой, да, вот даже смотря то, что заполняют ребята, порой они сами не знают. И вот это нехорошо, я считаю. Проблема. Вот это как бы над этим нужно работать. Если они не знают, какое у них конкурентное преимущество, как бы, какую ты философию создашь, понимаешь, как бы ты высосешь из пальца, но знаешь, как я говорю вот своим ребятам, что если вы написали generic brief для копирайтера, то вы получите generic текст для вашего продукта. Да. Как бы это simple, да, то есть что посеешь, что и пожнешь. Поэтому нужно, конечно, нужно понимать, когда вы, ребят, запускаете продукты или когда вы работаете над созданием продукта и вообще выбором продукта, задавайте всегда вот один вопрос, который должен всегда крутиться в голове. Вот реально, это почему должны будут купить у меня, а не у конкурента? Почему должны будут купить у меня, когда у меня 50 ревью, а у конкурента 5000 ревью или там 300 ревью? Почему купят у меня? И то есть нужно здесь, и реально, что круто, здесь как бы творческая часть. Ты можешь думать, да, то есть, например, вот приведу такой банальный пример. Возьмем нишу порошков, да, и предположим, что все в этой нише продают, или даже, не то, что порошки, но вот какую-то supplements, например, и все продают, ты можешь находить ниши, где продают только какой-то один, там, например, одну банку, да, там, например. И ты можешь смотреть ниши, где никто не продает по две. И ты, соответственно, можешь делать две. Например, вот приведу такой еще пример. Вот я недавно смотрел для гриля, чистящее для гриля. Одна банка стоит там $14, другой конкурент продает 2 банки за 16. То есть, как бы, и этот конкурент, который продает за 16, он может сказать, он задает себе вопрос, почему должны купить меня вместо конкурента? И он может сказать, потому что у конкурентов продукт стоит одна банка 14, а у меня 2 банки стоят 16 или 17. А в свою очередь клиент, конечно, это уже немножко ты начинаешь немножко
как бы заходить, ты создаешь, грубо говоря, как бы такой, скажем, голубой океан, да, в алом океане, где уже там конкуренция, где все продают по одной, ты создаешь какое-то немножко другое направление, и ты начинаешь уже немножко, у тебя немножко может даже кастомер твой меняться, да, то есть уже у тебя будут покупать не просто там кто-то, кто, например, живет один. Например, я сейчас просто, да, как бы... Да, ну, генерируешь. А человек может думать, он может увидеть, что есть два пака, и он может подумать, блин, типа, ну круто, я один куплю себе, один я отдам бабушке, либо один я дам маме, либо мне все равно нужно два. Вот он это знает. Он знает, что ему нужно купить две банки соли. Он знает, что он купит сейчас одну банку соли, и через 3 недели, либо через там месяц, либо 2 месяца он по-любому купит вторую банку соли. Он это знает наверняка. И вот он заходит на Amazon, и он видит, что одна банка стоит $10, а две банки стоят $15. И он думает, блин, ну если я все равно куплю вторую банку через 3 месяца, я могу сейчас купить и сэкономить $5. Но здесь тоже хочу сказать такой момент, тоже нужно тестировать. Если вы новую абсолютно запускаете какой-то бандл, то он не всегда может пойти. То есть у нас такое было. Мы запускали какие-то бандлы, они не шли. Потом, ну, они по итогу шли, но мы когда пропускали цены, например, мы планировали там продавать по $20, никто по $20 не покупал. Мы поставили под 15 или там по 12, оно просто взлетело, разорвало продажи. Но нам было невыгодно, например, продавать там по $15. Просто невыгодно. Мы там зарабатывали $1 с этого. И мы такие, ну окей, все, как бы мы на этом, ну, дисконтинью делали. Но это очень крутая стратегия, именно вот создание такого вот value. И поэтому нужно думать, всегда задавайте вопрос, почему как бы клиент купит мой продукт, или почему он должен купить мой продукт, а не продукт конкурента. И попробуйте написать, и не просто, ребят, здесь тоже, да, важно, Антон, я такой вот очень, почему так долго про это останавливаюсь, потому что это очень важно. Если ты отвечаешь, должны купить у меня, потому что у меня лучшее качество, это не работает. Это не работает. Если тебе нужно сказать такие bullet-поинты, которые, во-первых, ты сможешь прописать в листинге, которые не смогут взять твои конкуренты. Если, например, ты говоришь, ну, у меня должны купить, потому что у меня качество лучше, либо потому что у меня customer support хороший, то же самое может написать конкурент. Он может сказать, а у нас тоже качество лучше. Но если ты напишешь и ты скажешь, ребят, у нас есть какой-то элемент, либо элементы, либо какой-то бандл, который есть у нас, или качество, да, или там состав материала, например, вот катон, а у всех конкурентов он, например, там, ну, я не знаю, синтетика, то конкурент не может у себя взять и написать, ой, типа, у нас тоже типа катон. То есть нужно такие назвать причины, которые конкурент не сможет скопировать и просто поставить себе в листинг. Если он это может сделать, это значит, что у вас, ну, то есть это не уникально, да, это просто как бы generic. И очень часто можно увидеть реально, что, ну, как бы, что generic. Люди не понимают, то есть, ну, запуская продукты, не до конца понимают, что какой value, вообще, чем отличается их продукт. Они просто запускают, потому что видят продажи и такие, окей, мы запускаем. Но, опять же, когда ты начинаешь с таким майндсетом подходить, то тебе не так будут страшны ревьюшки от конкурентов. То есть ты можешь продавать с 50 ревью, потому что ты будешь знать, что у тебя продукт другой. Он не обязательно должен быть лучше, он у тебя другой. Он отличается чем-то тем, чего нет у конкурентов. И этот конкурент, он не может взять и написать или поменять картинку и сказать, он не может это заклеймить, потому что у него этого просто нет. Это совершенно другое, согласен. Слушай, ну, мы уже разговариваем больше, чем час, я тебя, наверное, уже... Давайте последний вопрос и будем закругляться. Какие механизмы контроля качества вашей продукции вы используете? Да, интересный вопрос. Может, нету каких... Ну, я расскажу, как мы это делаем. Соответственно, всегда мы делаем pre-production sample. То есть, да, мы, получается, как перед тем, когда начинается масс-продакшн, мы всегда заказываем pre-production sample, чтобы посмотреть, что он из себя представляет. Мы даем фидбэк от того, если нам что-то не нравится, мы даем фидбэк. Сэмпл уходит на доработку, присылается следующий сэмпл. Если с ним снова какие-то проблемы, мы снова отдаем фидбэк, он снова уходит. Это происходит до тех пор, пока мы не довольны результатом pre-production сэмпла. Это первый момент. Порой вот такой вот back and forth, он может занимать, ну, у нас были продукты, которые до полугода занимали, что мы вот так типа мы делали, нам что-то не нравилось. Бывает такое, что может занимать там несколько месяцев. То есть это первый момент.
Второй момент – это post-production sample, то есть когда готов продукт, нам тоже supplier, соответственно, его высылает, мы его смотрим, и мы его сравниваем вот с тем pre-production сэмплом, который мы утвердили. Если есть какие-то проблемы, мы про это говорим. Если проблемы критические, мы просто не принимаем эту партию. У нас, может быть, было 1 или 2 раза такое, что когда нам размеры другие стали. То есть у нас был один размер, нам в постпродакшене был другой размер. Мы как бы забраковали всю партию, мы сказали, мы это не будем, типа, платить за это, переделывайте. Таких было мало, ну, несколько случаев таких было. В основном, то есть мы смотрим, да, таким вот образом, и если есть какие-то минор, какие-то прям, ну, незначительные вещи, мы отправляем все равно это в работу, чтобы не терять время. То есть мы отправляем это в продажу. И в дальнейшем, когда вот первая партия приходит, когда она начинает продаваться, мы, соответственно, смотрим фидбэк людей, все отзывы, которые приходят, и мы их, все, что приходит, любой негативный отзыв мы начинаем изучать. Если есть как бы конструктивные и негативные, есть просто негативные, да, там из разряда, ой, ну там всякую ерунду человек пишет, он не почитал описание, там в листинге написано, у нас размер там 10 сантиметров, а он пишет, ой, маленький размер, поэтому 1 звезда. Но как бы здесь ты ничего, да, не сделаешь, он просто не прочитал листинг. Но если, например, человек пишет, ой, вы знаете, у меня тут проблема так, я там тяжело открывать крышку, либо, ну, вот у нас такие были фидбэки, мы сразу же, соответственно, даем фидбэк нашему поставщику и, соответственно, говорим, окей, нам нужно шляпку какую-то для крышки придумать, чтобы ее можно было легче открыть, знаешь, чтобы там были как козыречек такой. Соответственно, вот так вот работается таким вот образом. Сначала сами, и очень что важно, как мы когда получаем продукт от поставщика, мы не просто этот продукт типа взяли и такие покрутили, посмотрели и все, типа все, окей. Мы этот продукт тестируем именно таким образом, как это будет делать клиент. То есть мы начинаем юзать продукт. Мы запустили какую-то, я не знаю, какую-то игру, либо мы запустили там какой-то дизайн чего-то, мы начинаем это тестировать. Мы запустили там какой-то пазл, мы начинаем смотреть, мы начинаем сами это собирать, тестировать, смотреть. Мы начинаем делать очень много разных крэш-тестов, начинаем их тереть, начинаем пытаться как-то его порвать, дернуть, то есть как-то его закинуть, перекинуть. То есть мы начинаем очень много разных тестов делать для того, чтобы попробовать разные, воспроизвести разные ситуации. Не только юза самого продукта как такового, но также и какие-то ситуации, которые в повседневной жизни у человека. Он взял, он кинул, он уронил, мы делаем крэш-тесты. То есть мы делаем очень много разных вещей, и мы смотрим, как себя ведет продукт. Исходя из этого, мы видим, что вылазят такие косяки, которые, ну, если бы просто этот продукт поставить на столе и посмотреть его, ты бы ничего бы не заметил. Но когда ты начинаешь делать, у нас прям, ну, на это уходит нормально времени. На то, чтобы протестировать один продукт, может уйти несколько часов, может быть, там 2, 3, 4 часа уйти. Есть продукты, которые тест занимает там несколько дней, да, если мы говорим там за какой-то пазл. То есть, где ты должен как бы посмотреть. Но в целом вот таким вот образом. И, соответственно, потом работа, обратная связь нашим поставщикам плюс обратная связь от клиентов. Вот таким вот образом работаем. Ну, и над улучшением. Потому что продукт, все-таки качество продукта, это должно быть номер, как бы топ. Если плохое качество продукта, все остальное, все, что вы делаете, маркетинг, листинги, это все как бы, ну, это будет по итогу, это будет все перечеркиваться негативными ревьюшками, рейтинг продукта будет падать, и, соответственно, придется делать там перезапуски, короче, дрочку придется делать. Мы как бы, ну, считаем, это просто пустое время и денег, и пустая трата времени и денег. Согласен. Ну что, ребят, мы будем на этом закругляться. Я думаю, что вы узнали сегодня очень много нового. И я думаю, что сейчас вот как раз сегодня, что у нас, 9 сентября, это самое лучшее время для того, чтобы начать разрабатывать свой продукт, потому что как раз к весне, после китайского Нового года, вы его сможете запустить. Если прямо сейчас начнете делать ресерч, подготавливать идею и так далее, и так далее, и так далее. Если, опять же, вам нужно получить больше знаний и не на собственном опыте, а намного быстрее и сжатие, переходите по ссылочке в описании sellerinsiders.com. К ребятам можно пойти учиться, можно заказать листинги, причем листинг за $1300, мне кажется, это очень хорошая цена, даже
очень низкая цена. Вот. Ну, Андрей, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно с тобой общаться. Я узнал много нового, а если я узнаю много нового, значит, значит, это все прошло не зря. Мне кажется, что и зрители наши узнали, и я уверен, что, может быть, мы с тобой сделаем еще какую-то тему вместе. Можно другую тему, конечно. Можно будет через какое-то время и что-то другое взять. Да, через какое-то время, может быть, с тобой или с кем-то из твоей команды, я думаю, что мы встретимся. Вообще без проблем, да. Спасибо большое. Антон, тебе тоже спасибо. Тебе спасибо, что позвал. Очень круто, очень классно. Ну, ребят, тоже всем спасибо, кто нас смотрит, кто до конца досмотрел. Всех благодарю. Реально очень, классно делиться знаниями и, соответственно, тоже какую-то пользу приносить. Все, спасибо большое. Это было шоу «Бизнес курит». Увидимся через неделю или через 2 недели. Нет, на следующей неделе меня не будет, поэтому у нас будет небольшой каникулы, а уже через 2 недели у нас будет новый спикер и новое шоу. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.